Данное видео посвящается тем людям, которые искренне думают, что в 20, в 25, в 30 лет их жизнь уже закончена, если все идет не так, как они себе представляли. Если они не могут найти свое предназначение, если у них не та работа, нет семьи, или вообще, все не слава богу. И вот этот вот человек сидит сейчас, себя накручивает и думает, что жизнь закончена. Вот я хочу этим видео тебя разморочить побольше и получше, чем какая-нибудь даже психотерапия. Потому что перед тобой живой человек, у которого получилось, который еще в 29,9, там, да, почти что в 30 лет, еще абсолютно не представлял, кто он, для чего он тут и так далее. А сейчас мне 35 лет, и я абсолютно счастливый, реализованный человек. Я тебе объясню, как это срабатывает, какие люди бывают, на какие две группы делятся и так далее, и так далее. Это вообще интереснейший ролик, ребят, поэтому не будем задерживать. Вы на канале Другой взгляд на человека, меня зовут Александр Российский, погнали! Смотрите, ребята, то есть ни в коем случае я этим роликом не претендую на какой-то авторитет или чтобы вы с меня брали примеры и так далее. Я скорее тут просто наглядный образец того, что так бывает. А бывает, я вам скажу, даже еще и не так. Вот у меня есть человек близкий, который мне очень помог в этой жизни, Ирина Горбачева. И она мне рассказывала такую историю, то есть как к ней пришла популярность, как она вообще выстрелила. То есть сегодня ты еще просто работаешь в театре за 40 тысяч рублей, никому толком не нужен, у тебя, все, просто серая абсолютно жизнь. И завтра ты просыпаешься, у тебя 500 тысяч подписчиков, 800 миллионов пропущенных и вообще всякие репосты от звезд и так далее, и так далее. То есть бывает вот так вот на уровне даже Золушки это все стреляет. В моем случае это получилось немножко более растянутого времени, но в принципе, смотри, в чем суть? Вот смотри, давай с самого начала пойдем. В жизни бывает два типа людей. Одни, которые, можно сказать, не то чтобы попроще, а у них как бы судьба приземленней. У них все более понятно. Вот этот банкир или водитель, то есть он изначально представляет себе свой путь, понимает, зачем ему, куда ему и просто это дело выполняет. А бывает второй тип людей, которые думают, что они вот как я думали. Почему все знают, кто они, зачем? Этот там еще, не знаю, в 18 лет он уже собрался куда-то там в Дубае чинить кондиционеры. Этот знает, что поступает там туда-то, потом хочет работать в банке. Этот собирается купить там фуру, покататься, потом купить 3 фуры, открыть фирму. То есть каждый знает, что делать. И ты такой сидишь, а я вот, как знаешь, как у Гомера в голове, а я вот такой. Даже стыдно сказать, что не то, что там у тебя нету каких-то планов, а у тебя даже нет понимания, зачем, почему и как, для чего ты здесь вообще находишься. Я думал, что, я какой-то, как проклятый в этом плане. То есть, что у меня все идет через жопу. У меня и в отношениях было то же самое, все через жопу. Сначала долгое время вообще никаких отношений не было. И не потому, что я был какой-то там урод или непопулярный, а потому, что я сам не подпускал девушек к себе. А когда подпустил, сразу же первая же, бац, пожалуйста, выросли. Вторая, выросли. То есть я уже после этого закрылся окончательно. Куда быть дважды вот таким вот, две попытки, 2 из 2 рогатый ходишь. То есть понятно, что что-то, не с девушками проблема, а со мной проблема. И слава богу, вообще у меня мозгов хватило мыслить именно так, потому что люди становятся такими женоненавистниками. Я знаю человека, который там лет еще 15 назад испытал вот такую боль, да, измены. И с тех пор что-то я даже как-то его не видел вообще с девушками рядом. Рисковая игра. Но вот у меня это как бы так обошлось и вошло в такую, знаешь, как бы размеренную жизнь, когда мне было там 23 года, и я вот без отношений, сижу вот это вот с мамой, там с папой, живу в Приднестровье. То есть стыдно даже реально вот вспоминать, насколько это все низко и позорно. Но потом как-то, знаешь, вот жизнь, она же как погода. Оно течение, оно какой-то энергии запускает, какие-то события. То есть, знаешь, вот у меня тогда такой был период тяжелый. То есть я вообще себя потерял окончательно, пил, там, употреблял всякое говно. И, знаешь, пытался, это вот сейчас я понимаю, что я пытался забыться от нереализованности, от всего. И какой-то в определенный момент, знаешь, я, наверное, вот у каждого человека есть какой-то лимит. Я до него дошел, вот допился, доупотреблялся до того, что вот у меня прям какое-то отвращение произошло к себе, к этим людям вокруг, к всему, что происходит вокруг. Я просто вырубил нахрен все трубки, вырубил все и пропал на неделю. А потом, когда я вернулся, я больше не вернулся к старой жизни, ты представляешь? Я телефон включил, но мне звонили, а я уже трубку не поднимал. Никого. Мне звонили по 10 раз разные, ночью, днем, все мальчики, девочки. То есть все вот как бы пытались меня затащить обратно в это болото. Но я не затащился. А через полгода я уже так вот, знаешь, возмужал, встал немножко на ноги. У меня в голове посветлело. Я не пил, не употреблял ничего. И я начал понимать, как бы, что я чуть-чуть хочу, в какую сторону мне двигаться. И совпадение ли, но я встречаю свою любимую женщину, с которой я до сих пор нахожусь уже вместе 10 лет.
И на тот момент, как бы, у меня был такие маленькие вот, как бы, яички, знаешь, такое вот маленькое ментальное уважение к себе и вот реализация, чтобы никогда в жизни, как бы, к такой к девушке бы не подошел и не начал бы строить с ней отношения, если бы вот тогда не было вот этого аварийного стоп-крана, если бы я не взялся за дело, за ум. То есть это к тому, что ты мотай на ус, что какие есть варианты для того, чтобы найти себя. Как минимум тебе нужно притормозить. Притормозить из той дороги конченой, куда ты несешься. Притормозить с алкоголем, притормозить с дрочкой. Тебе нужно очиститься. Тебе нужно чуть-чуть вообще выйти насильно из этой игры. То есть после этого я встретил свою женщину. То есть мы начали вместе уже строить этот быт. И как бы там уже, знаешь, появляется некоторая ответственность и некоторая планка, что другой человек в тебя верит, и ты не можешь обосраться. И то есть ты начинаешь подниматься уже в рамках как бы вдвоем. Ответственность, опять же, для мужчины это хорошо. Меня зовут на движуху, на гулянку, я говорю, ребята, не-не-не, потому что я знаю, что я там приду куда-то в 2 часа ночи, пьяный, будет, может, какая-то ссора, ругань, нахер оно надо. То есть кто-то скажет, что это каблук, а я скажу, что каблук это когда что-то ты не делаешь то, что любишь, и то, что тебя развивает. А то, что тебя гробит и как бы есть стоп-кран, это очень даже отлично. Тем не менее, мне 25 лет уже было, я абсолютно без профессии, без понимания, кто я, что я, у меня отношения. И да, слава богу, есть квартира, которая досталась от бабушки, и как бы там ремонт 7/8 сделан. То есть вот как бы в этой провинции страшной, где я сегодня могу купить эту квартиру за один день, вот тогда вот это все мое имущество движимое и недвижимое. И главное, знаешь, вот именно даже нету понимания, кто ты, где ты хочешь жить, что ты хочешь делать. То есть вот этого. То есть если я как-то жил еще более-менее, потому что я всегда умел крутиться. По приднестровским меркам у меня даже деньги были типа в раз 10 больше, чем зарплаты текущие. Но пустоту внутреннюю это никак вообще не спасало и не убирало. И я вам сейчас расскажу дальше, что такое вот это вообще пустота. Мы просто живем, понимаете, в таком материалистичном мире, в котором принято считать, что вот есть только вот психика, есть только физическое тело и все. А я все-таки склонен верить, и абсолютно как бы мой жизненный опыт это показывает, что существует нечто большее. Некоторые такой, знаешь, как сценарий, по которому тебе нужно идти и играть. Ты можешь по нему не играть, но тогда как раз будет вот эта самая пустота. Это можно сравнить, допустим, знаешь, себе 13 лет, ты ребенок. И такой начинается 13-14 лет, и у тебя в голове автоматически все меняется. То есть начинается половое созревание. И у тебя появляются такие файлы, такие желания, такие потребности, которых раньше у тебя не было. То есть внутри тебя что-то разворачивается. Вот примерно то же самое, таким же образом разворачиваются вот эти вот жизненные сценарии, потребности, которые прописаны в определенной карте твоей натальной. И, соответственно, ты, как материалистичный человек, пытаешься логически все объяснить, то есть пытаешься цепляться за факты логически, но ты не владеешь этой ситуацией, потому что, я же тебе говорю, это как такая, как лотерея, оно тебя может подкинуть из рукава элементарно. То есть твоя задача всего-навсего быть готовым к этому, и когда это произойдет, не засать. То есть вот это вот важно. Как в футбольном матче, когда играет очень сильная команда с очень слабой, у этой слабой всегда есть один шанс. Всегда есть вот этот вот удар по воротам, когда мимо или штанга или что-то. И после этого полную авоську получай. То есть если ты не реализовываешь то, что тебе дается, то скорее всего ты и будешь так прозябать. Ну как в биатлоне, идешь на штрафные круги, и там 3 года дальше валом даешься, не то, не твоя жизнь, тебе не кайфово, ты в депрессии, в пустоте. Потом опять выходишь, и опять вот твой как бы шаг тебе нужно это сделать. Но зачастую люди, я же говорю, они вот боятся, они боятся резких перемен. Они хотят, чтобы все было очень плавно, очень под твоим контролем, и как бы, чтобы все еще и желательно было легко и просто, без каких-то вот этих американских горок, а оно так не бывает. В частности, так не было и у меня. То есть до определенного момента я жил в Приднестровье, пока внутри вот эта вот пустота не переполнила меня до такой степени, что я захотел сменить это все. У меня была машина респектабельная, квартира какая-никакая, тоже как бы по меркам тем респектабельная. То есть я был полностью упакованный член общества. И вместо этого я выбрал поездку тогда в Прагу, переезд. Без чего-либо, без связи, без знакомств, без капитала, без ничего. Вот просто как бы на авось. То есть я готов был там, условно говоря, мыть полы. Когда тут ты как бы на уровне начальника босса, да. То есть, ну вот сколько человек способны по-настоящему на такой поступок? Мало. А понимаешь, вот сколько человек вообще в мире достигает чего-то? Мало. И вот эта вот корреляция, она прямая. В итоге я переезжаю в Прагу. И ты что думаешь, что теперь все, типа, сделал, молодец, рывок сделал, красавчик, теперь получил заслуженное. Нет, я получил только туда вот как бы движение в эту сторону, там только хуже начиналось все. То есть получается, да, пустоты уже как бы этой не было, вроде бы как пошли какие-то новые краски, новый какой-то путь движения,
поиск себя. Я впервые начал работать с клиентами, пока еще на тот момент, помню, я делал влияние там всякого питания на биохимию и так далее. То есть какие-то вот такие вещи. Потихоньку начал подходить к себе, вот к нынешнему положению. И параллельно, помню, была предрождественская, предновогодняя уже такая, там, 2017 вроде бы год был, да, переходящий на 2018. И я вот что-то какая-то, ко мне мысль такая в голове, а давай-ка что-то вот я возьму телефон и попробую что-то как-то записывать. При том, что это насколько удивительный тот факт, что в школе, если бы ты хотел меня сфотографировать, я бы тебе дал бы в лицо. Я был очень зажимный, стеснительный в этом плане и ненавидел, когда хотели сфотографировать. И даже вот на 9 класс, который я окончил и потом из школы ушел, ты меня не найдешь там в классе, потому что я бунтовал, и я так и не пошел туда фотографироваться. И то есть прикинь, вот этот вот человек с такими настройками, с такой как бы вот вообще противоположной, да, сутью, вдруг берется за телефон и начинает что-то снимать, пробовать. То есть это же тоже, во-первых, как бы сильный поступок. Пойти вот против такой зоны комфорта, идти в сторону своего интереса, хотя ум кричит, куда ты идешь, это вообще не твое. Я начинаю пробовать и просто в протяжении где-то 2 лет я снимаю ролики, тогда еще был я Папа Чех просто, снимал я ролики, ну как бы они не то что не монетизировались, они даже не набирали просмотры, то есть я просто херачил впустую 2 года, я работал там как получится, вот это вот выживал кое-да как. А параллельно в свободное время я просто снимал эти ролики на все темы, которые мне интересны. Там по психологии, по отношениям, по питанию, по всему, что меня на тот момент интересовало. И получается, в определенный момент я поймал себя на мысли, что я как бы немножко вру себе. То есть я заигрался вот в этого Папу Чеха, как в альтер-эго мое. Это, знаешь, это как бы, может быть, в каком-то смысле был такой персонаж, которым бы я бы хотел быть, но я не являлся. Потому что по жизни я более такой, как бы чуть суровый, строгий, сухой. То есть и меня вот это вот не разжалобить. То есть мне как бы такой, ну более сильный, что ли, да. А вот этот альтер-эго Папа Чех был мой такой, наоборот, давайте, друзья, жить дружно, такой кот Леопольд, я вам помогу, ба-ба-ба-ба-ба. И я понял в определенный момент, что как бы я вру себе. А люди это все, во-первых, знают, чувствуют. Во-вторых, они слабых давят, унижают. Я начал ловить столько хейта, там, Вантус, блин, как они еще там называли меня, Ананас, Вантус, там, Чупакабра, короче, Чубака. Ну, то есть, ну, прикинь, вот это негатив, то есть ты делаешь, по сути, как бы добро, а тебе вместо этого только пинают в говно лицом, макают, вот это все. Ну, и как бы я разозлился, я бросил это все, типа, нахрен мне вот это вот терпеть унижение за бесплатно, еще и как бы такое, ушел с этой движухи. Но все равно как бы вот это вот какое-то мастерство наработки видео, монтирования и так далее осталось. И как раз начался вирус вот идет. в это предковидное время, и я такой думаю, ну, типа, плохо, все равно уже вот холодно, осень, там была зима какая-то, в Праге уже холодно, бабок нету, жить в Европе дорого, ну что делать, придется поехать в Азию немножко на такую зимовку, а там, глядишь, какие-то мысли придут. И это был сильный ход, Опять же, логически казалось, ну какой, куда ты там вот этот Вьетнам поедешь, что ты там будешь квакать, ну типа, что ты будешь делать, кому ты там вообще нужен. Тут хотя бы как-никак уже 2 года, там 1,5 года живешь, уже что-то можешь делать. В итоге все равно едем туда, да, с Ириной, с моей женой. Тоже сначала было непросто все, но вот этот момент уже как бы вьетнамский, это уже было ближе к какому-то моему пути. То есть там, получается, за счет того, что не давили вот эти вот цены адские, не давила аренда квартиры, оно все попроще там стоит. Плюс постоянно как-то солнце, фрукты, море. То есть я немножко разморочился, потому что последние годы я был именно в кризисе. И вы сейчас вот в кризисе находясь, то есть вы в стрессе, вы физически перенапряжены. А очень тяжело сделать что-то полезное, правильное для себя, когда тебя давит со всех сторон, и когда ты вообще не понимаешь, что хорошо, что плохо. То есть тебе нужно в любом случае как бы вот выдохнуть, тебе нужно чуть-чуть как-то вот куда-то на такое место, где тебя бы не давили. Хотя бы на пару месяцев, чтобы мозги перезагрузились. И вот там, получается, я переехал во Вьетнам и начал свои какие-то идеи. Вот возобновил, во-первых, канал, потому что мне уже опять захотелось. Но я его не просто возобновил. Я начал вспоминать и понимать, что в течение жизни, на протяжении там всей своей жизни, все свои посиделки с друзьями, если это друг более-менее как бы мой адекватный и развитой, они так или иначе переходили с моей стороны на то, что я начинал ему говорить там про зажимы, про психику, про все эти вещи. То есть это априори, это и была моя энергия. То есть по образованию я типа инженер теплогазоснабжения и вентиляции, но где я и где инженер теплогазоснабжения? Это вообще как бы просто чушь. Я отучился туда, где мог отучиться. Тот университет, где был, туда и пошел. А вся моя душа и вся моя суть была вот именно в этой. И причем не в психологии вот этой вот стандартной, где садись, давай поговорим. А я открыл свое. То есть я открыл то, что для чего, собственно говоря, я был рожден.
Просто мне не хватало ни смелости, ни мастерства это объяснить, ни дерзости, что сказать, ничего себе, ребята, посмотрите, я открыл. И плюс вот вы тоже не совсем понимаете, что значит открыть. То есть вы же как бы никогда ничего такого грандиозного не открывали. И я не открывал тогда, и не понимал. То есть я думал, что это прям, ты себя чувствуешь каким-то прям особенным человеком, все у тебя как-то по-другому и так далее. А это, знаешь, это прокрадывается в твою голову неуверенной мыслью, что вот так и только так. А это прокрадывается, наоборот, такой крадущейся мышкой, типа, послушай, а может быть вот так вот? А ты такой, да не, херня какая-то. А она такая, не, ну а может быть, знаешь, вот этот тонкий голосок интуиции пробивается и пытается тебе подкинуть эту мысль. И опять же, его нужно услышать, в него нужно поверить, иначе ты можешь отмахнуться и все. Потому что тяжело идти против как бы всего мира, когда весь мир говорит по-старому, а твой голос как бы говорит, пробуй вот так вот, сделай вот это. Но это вначале очень тяжело, и поэтому вначале, слушай тебе еще один важный момент, тебе нужен хотя бы один, человек, который в тебя будет верить, один, неважно, мама, бабушка, друг, родственник, кто угодно, учитель, какой-то школьный. Один человек, который искренне от начала до конца верит и говорит тебе, что у тебя все получится, ты не сольешься в говно. Потому что социум давит наоборот на то, что куда ты полез, как раки в тазике, вот это друг друга перековеркать, никому не дать. И все наоборот, знаешь, вот этот вот комплекс типа, а кто тебе сказал, а откуда ты вообще это взял? То есть, понимаешь, ты когда захочешь что-то сделать не то, тебя начнут кусать. А только то, что не принято и может привести тебя к успеху. Потому что повторение стандартных парадигм вот по накатанной, ты попадешь просто вот в то же самое болото. Это как, к примеру, вот люди переезжали из моего Приднестровья в Москву. И вот просто один, переехал в какой-то район, и все как дебилы туда, вот в этот же район, чуть ли же не в эту же квартиру, в шестером набиваются. Все вот этим же Днестровском живут, только теперь в Москве. И все бомжи, у всех нереализация. А кто-то такой хренакс и вообще в салон, там вообще в барбер по-другому, и вообще поднялся в 10 раз сильнее, потому что пошел против тренда, понимаешь, пошел против навязанного. Вот так же самое и тут, внутри тебя ты уже есть бриллиант, ты уже есть величина, в которой заложено что-то, что не так, как все. То есть в тебе есть гений в какой-то сфере, и тебе нужно вот верить в себя, а для того, чтобы поверить в себя, тебе нужно, чтобы кто-то, хотя бы один человек в тебя поверил. И для меня это была моя жена Ирина. Она мне когда, я как сейчас помню, она поняла очень быстро, что то, чем я занимаюсь, это абсолютно гениально, потому что она тоже как человек, который вот с такими же схожими примерно проблемами, и тоже пыталась искать решение вот этого всего. И ей тоже не подходили вот эти стандартные там психологии, там ретриты, медитация, она это терпеть тоже не могла. И получается, как бы, она не знала даже о том, что у меня вот есть такое стремление, и что есть вот такие знания. И когда я начал рассказывать, она просто охренела. И когда я начал на практике ей делать эти сеансы, прям вынимать зажимы из тела, у нее начали меняться вот это все в голове. Я видел эти глаза, я видел эту искренность, я видел, что типа все, Александр, это то, что изменит мир, это то, что изменит... То есть это как бы не вот это вот типа я в тебя верю, мужчина. Нет, это было искренняя искра в того человека, что я верю, ты гений, ты перевернешь. Но так как у меня была самооценка и все, что типа кто я вообще такой, у меня, шорты из H&M там за 3 евро и футболка порванная. Вот это я хожу, это все, что у меня за душой, да. Никаких ни образований, ни регалий, и хожу как бомж по этому Вьетнаму. Какие там вообще могут быть знания, какой гениальность, какой мир изменит. Но оно все-таки находило рычаги, я доставал какие-то, знаешь, как карты такие, типа тащи на интуицию, что там будет. Там достаю такой, там планета, и типа вы измените мир. То есть, это же фантастика. Около 100 карт в колоде, без всяких подтасовок, я просто тащу и вытаскиваю именно ее. И я такой начал думать, слушай, о чем черт не шутит? И начал как бы это делать. И вот в тот момент у меня появилось уже желание, уверенность. И первое видео на канале, которое есть, вот самое-самое-самое первое, где я говорю про мышечные зажимы, где я еще такой немножко смешной, странный, у меня другая прическа, все другое. Но я уже говорю, ребята, я уже говорю, как могу, я объясняю, как могу. Тогда я не мог, естественно, как сейчас, потому что за плечами сейчас огромный, во-первых, проработка, снятие зажима, все, плюс огромный опыт общения с очень высокого уровня людьми, наработка практики часов на камеру. Я вот как в жизни, так на камере я одинаковый человек. А раньше по-любому, когда ты начнешь что-то, у тебя будет вот эта вот искусственность. И по-любому, если ты что-то сейчас собираешься в этом мире мутить, тебе не обойтись без того, чтобы не иметь либо Инстаграма, либо Ютуба, либо вот Телеграма хотя бы. То есть такое время лидеров мнений, и занимайся ты хоть, не знаю, ковкой заборов, занимайся хоть ты там перевозкой, хоть чем, тебе нужно иметь вот это вот преимущество в виде того, чтобы люди видели твое лицо. Они видят твое лицо, они тебе доверяют.
Они не видят конкурента, и они ему не доверяют, потому что мало ли кто там. То есть просто в этой жизни нужно вот так вот выходить на камеру и говорить о том, о чем ты занимаешься. Но это должно быть реально с искрой, с любовью и с рассказами, потому что, как бы знаешь, оно так работает, что люди наполовину интересуются твоим делом, но еще даже больше они любят непосредственно тебя. И то есть как бы ты либо вызываешь симпатию, либо нет. Если не вызываешь симпатию, то что бы ты ни говорил, они уже тебя клеймят и все, с говном смешивают. Посмотрите мои комментарии. Вот кому не приглянулся я по каким-то там соображениям, потому что я себе много позволяю, а я немного позволяю. Я просто свободный, счастливый человек. А у человека, у зрителя, у него вот тут вот как бы боль. И он типа завидует, кусает. Все, уже я ему не понравился. А другой, наоборот, такой типа, о, красавчик, все, я за тобой. И он идет, слушает меня. Так вот, наберите эту банду своих людей, хотя бы 1000 человек, которые будут вам преданы и лояльны, которые будут смотреть ваши ролики. Это уже позволит вам жить абсолютно альтернативно, не завися там, не работая на начальника, на дядю и так далее, а имея свое дело. А вот когда ты работаешь и выкладываешь, когда ты делаешь эти ролики, то знаешь, вот под лежачий камень не течет вода. А вот чудеса происходят тогда, когда ты делаешь, веришь и мечтаешь. И вот я знал, вот как бы, откуда вот я вот этот паренек из этого Приднестровья, абсолютно без связи, без ничего, но у меня не было в душе вот этого понимания, что это мой мир, это мое место. У меня, наоборот, в голове было такое понимание, что, типа, это какой-то сюр происходит, какой-то плохой сон, в котором я, наоборот, не на своем месте. Мое общество, мое все это другое. И вот как сейчас, вот получается, я живу жизнью своей мечты. Не громко вот это сказано, такой шаблона, жизнь своей мечты. А жизнь своей мечты, это значит то, что ты выстроил все так, как ты себе это видел. Вот ты хотел жить в этом городе, вот в такой квартире, работать тут-то, иметь вот такую-то семью или не иметь машину или водителя. То есть ты выбираешь каждый вот эпизод того, что ты хочешь, и выстраиваешь ее. И вот мне это удалось, я сейчас живу в ней. И вот только по этой причине, я считаю, с меня в каком-то смысле можно брать пример. Не с той планы, что типа вот стать таким же, как Александр. В этом плане я далеко не самый лучший человек, и там у меня есть свои пороки, и все это есть. Я говорю про то, что взять вот этот путь, веру в себя, не боязнь вот это идти против системы, там, где ты знаешь, что ты прав и у тебя что-то гениальное. Верить в себя, делать, не сдаваться. Когда все утонули и идут в грязь, а ты вот все-таки как на ручнике стоять. То есть есть качества, которыми можно восхищаться и которые можно у меня взять на обучение. А уж на сегодняшний день, когда уже за плечами у меня столько всего это в виде цельного пути, то сейчас это уже не то, что можно, а нужно. Потому что я, допустим, у меня есть закрытый клуб, в котором я объясняю пошагово какие-то моменты. Как я сворачивал, где, как показываю какую-то изнанку своей жизни, как вот сейчас это все происходит. И когда ты набираешь эти файлы, видишь, как человек живет, как он мыслит, размышляет, это и есть то самое образование, которому как раз не хватает людям. То есть успешный человек отличается от неуспешного, то есть реализованный от нереализованного, тем, что у них в голове 1000 разных мозаик. И вот у вас сейчас получается чуть-чуть кривые мозаики, и из-за этого вы криво видите мир. Где-то не верите в себя, где-то вы думаете, что должно быть так, а это не реализм, так не бывает, то есть у вас чушь. Где-то у вас в голове голос там родителей, что ты никто не получится. Вот это все в куче. Получается так, что один человек берет, верит и делает, и заявляет, что он лучший может и делает, а другой так не может. И вот этими вещами, то есть как бы я тоже считаю, что я могу быть очень полезен любому человеку. А дальше там, понимаешь, у тебя будет как бы жизнь сама складываться. Вот, к примеру, как я начал работать со звездами. Вот это же не то, что я там подавал объявление в газету, типа, вот хочу там работать в какой-то селебрити. Нет, мне просто очередным утром, я просто просыпаюсь. Один из моих подписчиков, которого я знаю, который, в принципе, там, один из самых начальных моих подписчиков, и пишет: Александр, так и так, я нашел вам человека известного, публичного. Типа, вы же в роликах говорили, что вы хотите поработать, поиметь такой опыт. Вот как бы я нашел человека, человек согласен. А я как бы понимаю, что размер человека, размах и как бы вот эта популярность, и я вот это вот никто, ноунейм, типа я думаю, что его развели какие-то мошенники. И вообще типа не верю. И такой говорю, ну ладно, хорошо, давай, дай мои контакты, типа без проблем, давай. И я через там 10 минут я ловлю сообщение от этого человека, и впрямую голосовое. И как бы на тот момент еще не было нейросетей, нельзя было подделать голос так вот, как это сейчас подделывается, что дипфейки, что там сидит какой-то чернокожий парень, а на самом деле отображается в скайпе, там, что это белокожая девушка. Тогда таких технологий не было. И то есть я слышу этот голос, я слышу настоящее все, как бы известный публичный голос, и как... Классно получилось. Не то, что мне что-то нужно от этого человека, а это как определенная ступень. Значит, признают, понимают, слышат, получилось. Понимаешь, что нужно? Как бы вот играешь в эту игру, проходишь ее. И, конечно, когда ты уже поработаешь, имеешь этот опыт,
у тебя внутри какой-то тумблер прям сменяется. А дальше уже второй человек был от моего коллеги, от партнера. Вообще мега-мега известный человек с огромным количеством даже миллионов подписчиков. И он тоже выходит сам на связь ко мне, потому что в тебе уже есть определенного рода вот как магнит энергия. То есть оно как вот прорывает и дальше начинает идти. То есть никого, а потом как только вот как бы что-то у тебя в голове изменилось, внутри изменилось, бух, понеслось. Все, следом, буквально за месяц 3 селебрити, понимаешь? Вот в тот период прям я помню. А это все так окрыляет, что ты такой бух, все, начинаешь в себя верить. Естественно, начинаешь от этого там прайс уже то, как ты действительно людям помогаешь. И все, они к тебе прилетают, делают, потому что ты незаменим. То есть ты не то, что, знаешь, щеки дуешь, такой важный фазан, а на самом деле конь в пальто. Нет, ты как бы просто на самом деле делаешь гениальные вещи. Но просто ты боишься, ты себя не ценишь. Вот и ты делаешь какие-то гениальные вещи, там какую-то, не знаю, какие-то украшения делаешь, там, не знаю, что-то плетешь, вот там какие-то штуки. Ты мог бы или могла бы достичь уже сейчас в моменте, при правильном, как бы даже вот в голове легком продюсировании, уже сейчас твоя жизнь могла бы измениться сильно. Хотя бы на какой-то уровень 100 тысяч рублей уже бы выйти без проблем. Каждый человек, практически там за пару месяцев. Это кажется, что как будто бы чудеса, что как будто бы совпадение. Но на самом деле это вот везет тому, кто везет. А вы живете по принципу, кто везет, на том и едут. Но это же можно сделать. Мой же пример показывает. То есть прикинь, человек открыл, сделал. Того, что сделать в мире, нету. Ни одного никогда продюсера не имел, никаких реклам не имел, никаких связей не имел, никаких денег, ничего не имел для того, чтобы выйти на тот уровень, на который я вышел сейчас. Допустим, если бы вы достигли такого уровня, вы бы были уже счастливы до конца и, наверное, даже больше уже как бы и не дергались. То есть только сверхамбициозный человек может уже идти дальше. А мои амбиции как раз, понимаешь, в чем заключаются? Не в том, что типа больше там машин, вертолеты, яхты, мне это вообще наплевать. То есть это некая благодарность Творца, сил каких-то там людей, за то, что я делаю вклад. То есть я не воспринимаю деньги, как вот, может быть, воспринимаете вы, если вы это ошибочно делаете. Что, знаешь, типа, продам хоть зад свой за вот эту копейку, куплю квартиру, денег. Нет у меня никакой недвижки. Зачем? Мы живем в новом мире. Ты можешь это все снимать, ты можешь менять страны, ты можешь делать все, что угодно. Зачем тебе привязываться к чему-то одному? То есть, понимаешь, опять же, ты сейчас скажешь такой, типа, смотри, какой балбес, что говорит. Так вот в этом мы и отличаемся, понимаешь? В этих миллионах мозаиках мы и отличаемся. И в итоге ты имеешь то, что имеешь, а у меня получается этот момент, понимаешь? И вот, возможно, тебе стоит как бы посмотреть с другой чуть-чуть стороны. А может, человек правильные вещи говорит? Потому что одно из хороших качеств, которые у меня есть, мощных, это то, что я могу увидеть, если у человека есть какая-то мощь и хорошее качество, мне как бы не стыдно и не зазорно и не гордынно посмотреть. А почему-то люди сидят, условно говоря, на дне и только судят, ну типа диванные всякие эксперты и так далее. Но ты вообще не имеешь права, пока у тебя в социуме нет никакой реализации, я считаю, что ты не имеешь права даже вообще что-то выражать свое мнение. Твоего мнения нету, потому что оно не подтвердилось достижениями в реальном мире. И получается, ты как бы бредишь в своей голове, ведь чисто логика, ничего больше. Поэтому вот эти вот сапожники без сапог, это вообще беспонт. Я это очень реально не люблю, это плохое качество в людях. Но вот и как бы к чему мы вообще вот приходим сейчас, к какому пониманию? Потому что если вам там, допустим, 33 там или сколько-то, и вы себя пока что не нашли, это не значит, что крест. Это значит, что у каждого, во-первых, свой сценарий, а во-вторых, это вот весь процесс от моего дна до моего уже рассвета как бы занял 3 года всего лишь, 3 года, понимаешь? То есть я думал, что все, конец тоже, там около 30 лет мне было, там, я думал, все, просто провал. Уже забирались мысли в голову, что типа, вот я, наверное, думал о себе очень высоко, а, наверное, я в этой жизни все-таки обосрусь, и ничего у меня не получится, типа, потому что не веришь, уже не понимаешь, откуда может как бы вот прийти все. Но все-таки, видишь, пришло еще как. Но потому что делал и верил. И ты просто иди в ту сторону, никуда вот социум, тренды говорят, а куда тебя реально тянет. И просто делай, записывай, делай. То есть это самое простое, что ты можешь делать в современном мире, это просто сесть, записать и сделать. Тебе для этого ничего не нужно. У тебя есть только телефон, и ты в него говоришь. Все. А если у тебя настолько как бы все плохо, что ты на уровне физически себя не можешь как бы заставить пересилить, настолько ты стесняешься, что тебя аж сковывает, ты как бы вот прям вообще, ну все, не можешь, то есть у тебя как бы не получается с собой совладать. Это означает то, что у тебя есть слишком большие сильные запреты, зажимы и блоки. Я в этом ролике этой темы не касался, но весь канал как раз этому и посвящен.
тому, что ты в детстве был подавлен социумом, родителями, учителями. Теперь твое тело забито определенными напряженными участками, зажимами, которые блокируют твои вот эти начинания. То есть они посылают запреты, зажатые сигналы, импульсы через нервную систему тебе в голову. И ты в голове это понимаешь, как вот типа нельзя, лучше не надо, не высовываться и так далее. А на самом деле это просто враг внутри тебя, ты вырываешь и в голове автоматически меняется. То есть это как вот в двух словах, если рассказать, получается так. И когда ты это все убираешь, то у тебя полностью меняется лицо, глаза, вот куча до-после сейчас вот будет выложено. И можешь пойти даже в телеграм-группу посмотреть, почитать. То есть это безумно интересно, этого в мире аналогов сейчас нету. Если тебе вот вообще как бы интересно, и ты такой типа, блин, что-то вот чувствуешь какой-то отклик, что-то свежее, что-то интересное, то у меня есть бесплатный курс, ты можешь просто перейти, вот сейчас ссылку поставлю, в телеграм-канал, там вот изменить жизнь. Нажимаешь на кнопку и попадаешь в бесплатный мини-курс из 3 занятий часовых. И ты просто смотришь, там все подробно, как будто бы он платный. То есть он сделан в таком качестве и в такой, как бы ничего я не прячу, ничего такого там нет. Там все вот тебе показано. Вот просто бери сначала теорию, все. Это работает так. Объяснил. Второе занятие. Прям на практике ты берешь своими же руками и повторяешь за мной, что нужно в теле убрать. Прям убираешь эти зажимы в теле. И все, и у тебя мгновенно меняется уже в голове там мысль, ощущение, и ты уже, исходя из этого, ты уже делаешь выводы, твое это или не твое. То есть тебе не нужно там в кот в мешке, тебе не нужно мне верить, ты можешь все это просто проверить и офигеть. И моя жизнь изменилась. Благодаря этому у нас тело на уровне рефлексов, психики и так далее, оно работает одинаково, понимаешь? То есть у тебя одни и те же страхи, и убираются они вот такой новой методикой. И я на этом, собственно говоря, и имя сделал, понимаешь? То есть, наверное же, это все-таки работает, раз я на протяжении 7 лет со звездами работаю, и тысячи людей, тысячи до-после, тысячи отзывов. Это же, наверное, все-таки как бы не какой-то фантом, а что-то существует в этом. Вот так на уровне логики просто даже подумай. Искренне этот ролик сделал, потому что я увидел в YouTube у себя в ленте видео другого человека, и вот он такой какой-то потухший, так разочарованный и так далее. И я вот это вспомнил свою историю. Почему я людей могу, наоборот, не потушить, а типа поверить в себя заставить, потому что это реально все переворачивается. Просто делайте, ребята, все у вас получится. Я вас верю. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие вам тематики было бы интересно разобрать. Я тут буду, я тут с вами. Меня зовут Александр Российский, вы были на канале Другой взгляд на человека. Берегите себя. Пока.